Жесткий ответ из Еревана азербайджанскому агитпропу, которая с утра до вечера трындит, что Армения готовится к реваншу за Карабах. В СМИ активизировались материалы на тему возможного реванша, который хочет взять Армения. Пишут, что якобы Армения готовит армию к войне наступательного характера. Строятся километры укреплений, которые по факту являются опорными пунктами для штурмовых действий на различных направлениях. МИД Азербайджана непрерывно строчит тексты, в которых тема армянского реваншизма стоит на первом месте. Вот самый обычный текст из выступления президента Азербайджана. Алиев особо отметил, что не только маргинальные политические элементы, но и власти Армении живут мечтами о реванше. Из последнего – это слова министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, который тоже усмотрел на армянской стороне реваншистов. Министр обороны дал конкретные поручения по поддержанию боеспособности войск на высоком уровне, усилению бдительности, готовности к принятию превентивных мер для пресечения всех возможных провокаций реваншистских сил на условной границе. Армянские реваншисты – это новое определение, которое теперь официально в тренде в Азербайджане. Но реванша не будет. Это не означает, что не будет войны. Это означает, что не будет реванша. Армянская армия победила в Первой Карабахской войне. И далее политики не сумели трансформировать эту победу во взаимовыгодный мир. Все последующие годы до 2020 года включительно мы жили в ожидании азербайджанского реванша, который в итоге и случился. Азербайджан взял желанный реванш и даже с горкой. Реванша на реванш не бывает. Если случится война, то это уже будет вооруженное столкновение совершенно иного масштаба. Оно не будет ограничено какой-то определенной зоной, как это было ранее. Боевые действия развернутся на всем протяжении государственной границы между Арменией и Азербайджаном, которая вся, без исключения, станет полноценной линией фронта. В отличие от ситуации сентября-ноября 2020 года, на территории Армении не будет ни единого уголка, который останется вне зоны боевых действий. Ровно такая же ситуация будет и на азербайджанской стороне. Для достижения истинного и долгосрочного мира необходимо устранить репрессивный режим Алиева, который сознательно разжигает конфликт и поддерживает напряженность ради собственного выживания. Перемирие возможно, но лишь на время, пока перезаряжаются магазины. Только Армения способна положить конец этому режиму, так как его свержение внутри Азербайджана невозможно без глубоких потрясений и хаоса. Никакого реванша не будет. Это будет последняя армяно-азербайджанская война. По мнению президента Армении, необходимо реалистично оценивать возможности возвращения армян, перемещенных из Нагорного Карабаха, и заняться решением вопроса, когда между Ереваном и Баку установятся мирные условия. Об этом президент Республики Армения сказал в интервью Арменпресс и телекомпании «Шант». По словам президента Армении, возможность возвращения армян Арцаха является более долгосрочной проблемой. Думаю, что мы должны заняться решением этого вопроса, когда наладим отношения с Азербайджаном в действительно мирных условиях. Мы должны быть реалистами, а это значит по-настоящему оценить ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Иными словами, реально ли такое возвращение сегодня или нет? Ведь здесь тоже много разных факторов. Безопасность и определенные условия, которые будут поставлены перед армянами Арцаха, отметил президент Армении. По словам президента, это и есть та проблема, которая мешает сейчас решать какой-либо вопрос. По мнению президента, даже когда речь идет о мирном соглашении или установлении мира, следует понимать, что могут быть разные ситуации с точки зрения заявлений или реакций сторон. Но это не означает, что работу в этом направлении следует остановить. Наоборот, надо работать. Надо быть готовым к тому, что противоположная сторона может не согласиться с высказанными нами взглядами. Переговоры ведутся для того, чтобы по возможности минимизировать и устранить разногласия, чтобы в итоге на стол был положен такой документ, который будет означать двустороннее или многостороннее соглашение, подчеркнул президент Армении Вааган Хачатурян, добавив, что Армения в настоящее время ведет подобные переговоры. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Армен Григорян сделал несколько важных заявлений в ответ на азербайджанские утверждения. Гражданская наблюдательная миссия Евросоюза в Армении обеспечивает прозрачность в регионе. Такое убеждение он выразил в рамках конференции «Перекресток мира», объединяя безопасность и демократию.
Григорян повторил, что Армения высоко ценит то, что делает миссия ЕС в Армении. Хотел бы отметить еще одну важную вещь в контексте отношений Армения-ЕС. Цель миссии не в том, чтобы изменить восприятие армянами ЕС, но миссия ЕС сделала это, сказал Григорян. Секретарь Совета Безопасности оценил эту приложенную ценность. Эта миссия также приносит в регионы прозрачность, что тоже очень важно. До 5 апреля этого года Азербайджан и многие СМИ обвиняли нас в том, что мы якобы пытаемся нагнетать обстановку и подтягивать к границе новые силы. Именно 5 апреля 2024 года состоялась встреча на высшем уровне Армения, ЕС, США. Миссия ЕС сыграла важную роль и, обеспечив прозрачность, показала, что происходит в регионе, и опровергла эти ложные обвинения, подчеркнул он. Секретарь Совета Безопасности Армен Григорян также прокомментировал вопрос о готовности Армении к защите своей территории в случае широкомасштабной азербайджанской агрессии. Армения сделает все, чтобы защитить себя в случае любого нападения и приобретает возможности с целью организации обороны. Сценарии могут быть разными. Возможно, в данный момент мы не готовы ко всем сценариям, но наши усилия направлены на то, чтобы иметь достаточно возможностей для нейтрализации всех угроз, подытожил Григорян. По поводу так называемого реванша добавлю еще кое-что. Одно из великих достижений Алиевщины – это то, что Азербайджан является единственной страной в мире, где 55% населения проживает в одном городе – в Баку, и не собирается оттуда переезжать. Не потому, что так любят столицу, а потому, что не хотят умирать от голода. Работы в этой нефтегазодобывающей стране больше нигде нет. При этом климат Баку – это пустыня и полупустыня, с огромными проблемами с водными ресурсами не только в Баку, но и по всей стране. В регионах практически отсутствует медицина, и все едут за медицинской помощью снова в Баку. Сейчас половина страны живет и работает в Баку, а другая половина в России или Турции, чтобы хоть немного заработать. Приведем 3 тезиса. Первый. У диктатора нет другого выхода, кроме как запугивать свой народ мифом об армянском реванше. Ведь он не собирается повышать их уровень жизни. Пусть умирают от голода, выкрикивая «Карабах, Безимдир». Второй. Массового заселения Арцаха не будет прежде всего из-за отсутствия работы. Разрушение городов и сел Арцаха Алиев проводит именно по этой причине. Это можно назвать стратегией «так не доставайся же ты никому». Из общения с азербайджанцами становится ясно, что люди не хотят туда ехать еще и потому, что боятся армянского реванша, о котором диктатор кричит каждый день. Третий. В Азербайджане накапливается внутренняя синергия недовольства, социального и со стороны национальных меньшинств. Из всего этого Алиев может рано или поздно оказаться в ситуации идеального шторма. К этому надо быть готовыми и, по возможности, этому способствовать. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и региона.